Лермонтов на этом портрете такой, вот такой прямо зайчик. Вот прямо такой. Где-то он там едет. Пока ехали, так поссорился со всеми тремя, что всех троих вызвал на дуэль. Специально заказал себе полуигрушечную такую саблю, чтобы показать всем, какой он крутой. Считался одним из лучших танцоров. Не знаю как, поскольку хромал. Ведет себя как гусар. Хулиганит, пьет. Неуживчивый характер, злой. Плюс ко всему он ходил на каблуках. Считался страшным прожорой. Со временем, когда он становится модным поэтом, все светские красавицы будут говорить, что-то в нем есть, вот какая-то харизма. Это отблеск славы. Добрый вечер. Я поделюсь одним соображением. Опять же, когда я сюда ехал, мне пришло в голову, что поэт и прозаик – это совершенно разные вселенные. Можно окончить журфак или литературный институт, овладеть технологией и научиться неплохо писать, быть хорошим публицистом. Это примерно так же, как пойти в музыкальную школу, музыкальное училище, овладеть техникой. И если у вас есть соответствующие трудолюбие, способности, можете стать неплохим музыкантом-исполнителем. Но вот стать Моцартом, закончив музыкальное училище или даже консерваторию, невозможно. И невозможно стать выдающимся поэтом, окончив все возможные литературные курсы. Ну, нельзя стать Пушкиным или Лермонтовым. Мне кажется, что у поэтов, как и у композиторов, какие-то особые нейронные связи вот в другом каком-то порядке соединяются в голове. Этому нельзя научиться. Поэзия – это действительно музыка слов. Поэтому о поэте мы не говорим сегодня. Мы будем говорить о Лермонтове, профессиональном военном. Весна-лето 1837 года. Лермонтов за неподобающие стихи выслан из Петербурга, отправлен на Кавказ в действующую армию, в зону военной операции. Не сразу. Сначала Лермонтова осмотрел лейб-медик по распоряжению государя-императора, все ли у него с головой в порядке. Вот такие стихи пишет на смерть про это. Лейб-медик сказал, что абсолютно здоровый молодой человек. Осмотрели его бумаги. Ничего предосудительного не нашли, не состоит в тайных обществах, не ведет никаких антиконституционных разговоров. Лермонтов письменно извинился, кстати. Он написал, что вы знаете, вот эта вторая часть, а вы, надменные потомки. Не думал сам, что писал, но вот так вот получилось. Его отправляют в первую служебную командировку на Кавказ. Обычно он симпатичный на портретах, такой милашка. Обманываться мы с вами не должны. Довольно мрачный, непростого характера. Мы не знаем, какого роста был Лермонтов, но ниже среднего. Но он еще и сутулился все время. Очень язвительный. При этом силач, шомполы завязывал, хулиган, бесконечные выходки. Они как-то ехали с друзьями в Петербург, в увольнительную, как бы сейчас сказали. А там ведь пост, и военные, пересекая границу города, должны были отметиться в заявительном порядке. Никто документы не проверял. Выпив, видимо, шампанского, товарищи отмечались. Барон Мефистофель, граф Мастрояни. А Лермонтов написал «Потомственный дворянин Скотт Чурбанов». Хулиган. Есть стихи у Лермонтова, которые, как говорил Ключевский, ни при каком цензурном уставе не могут появиться в печати. Сейчас они, конечно, в основном все изданы в самых полных версиях собрания сочинения, но даже там отдельные слова заменены точками. Количество точек соответствует количеству букв. Поэтому можно догадаться, что было написано на самом деле, но лучше не надо. Первая командировка, скорее такая прогулка на Кавказ. В боевых действиях Лермонтов не участвует. Романтика, степь, ночевки, природа на свежем воздухе. Есть история, такая неподтвержденная, где якобы он вступил в рубку с 3 черкесами и еле отбились. Могло быть и молодецким преувеличением. Сам Лермонтов писал, что он не участвовал ни в одной даже перестрелке по поводу этой первой поездки. В конце концов, всего лишь несколько месяцев проводит на Кавказе в таком облегченном режиме. Бабушка хлопочет в Петербурге. И вот, наконец, его прощают и переводят, правда, не сразу в Петербург, а переводят, возвращают в гвардию. Гвардейцев сколько у нас, помните, в процентном отношении к общему числу армии? 3% примерно. И остальные обычная армия. Ну, гвардии платят больше. Ну и престиж, карьера. Плюс 2 чина к обычному армейскому. Подпоручик гвардии – это
капитан армейский. Переводит его в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. То есть Лермонтов уже кавалерист, гусар. Что значит Гродненский? Он из Польши, из Западной Белоруссии, как бы сейчас сказали, сформирован из тех поляков, литовцев, белорусов и прочих, которые принимали активное участие в подавлении польского мятежа 1830 года. То есть это такие правильные поляки, монархисты, которые за царя и отечество. Полк этот расквартирован под Новгородом. Ну, сейчас это на Сапсане быстро, а тогда добираться довольно долго, но все равно ближе к Петербургу. Но не в самом городе, а как бы немножко в провинции, связи с полком нету, и там, конечно, скука страшная. Я почитал историю, была издана в конце позапрошлого века, история лейб-гвардии Гродненского полка, где описано, как приехал в полк Лермонтов из тяжелой кавказской ссылки. Поручили ему где-то в конце осени, долго собирался, все было раньше очень не торопясь. И вот в конце февраля Лермонтов прибывает в полк, явился. Приехав в полк, что должен сделать офицер? Представиться. Он пошел к командиру полка, генералу Багратиону. Ну, не тому Багратиону, конечно, а родственнику. Много было Багратионов на русской службе. Представился, Багратион сказал: ну, идите в часть, определяю вас в 4-й эскадрон. Куда пошел Лермонтов? Он пошел обедать с господами офицерами. За обедом поинтересовался, играют ли полку в карты, а именно в банк. Господа офицеры сказали: да, играем. Ну, не перекинуться ли нам в картишки, спросил Лермонтов, только что прибывший с Кавказа. Ну, господа офицеры, гвардейцы, гусары сказали: ну, давайте, ставим 100 рублей. Лермонтов сказал: не, говорит, у нас такие ставки не приняты, давайте поднимать. Господа офицеры сказали: вы знаете, у нас тут скучновато, мы от столиц далеко, если мы будем по-крупному играть, то, в общем, все проиграемся рано или поздно. Давайте по 100 в банк. Тем не менее, Лермонтов полез в боковой карман сюртука и достал оттуда мятых 1000 рублей. И положил. Ну, стали играть. Что делать? Ставки повысили. Лермонтов выиграл 2000. Господа офицеры пришли другие, собрались, стали советоваться, как чего, отыгрались. Закончился первый день тем, что Лермонтов не только проиграл весь свой выигрыш 2000, но и свои 1000 проиграл еще 800. И далее написано: так ознаменовался приезд великого поэта в наш полк. Первый вечер. 800 рублей – это сильно больше годового офицерского жалования. В карты там играли от скуки. Делать нечего, что там в полку. Карты, деньги, 2 ствола. А так Лермонтов особо не игрок, в отличие от Пушкина. Вот эта вот история скорее исключение. Видимо, он хотел как-то показать себя в первый день сразу. Он играл, но не сильно. Зато от скуки во всем есть плюс, потому что пребывание в новгородской глубинке было таким детоксом от столичной жизни. Поэтому Лермонтов там написал «Демона», дописал «Героя нашего времени», зря времени терял, и уже через пару месяцев бабушка снова выхлопотала ему возвращение в Петербург. Бенкендорф написал докладную записку государю, что надо простить, ведет себя хорошо, и Лермонтова возвращают в лейб-гвардии гусарский полк в том же звании и в тот же самый эскадрон, в котором он ранее служил. И вот начинается примерно 2 года столичной службы в лейб-гвардии гусарском полку. Это самый золотой период творчества Лермонтова, потому что он, в общем, вернулся с войны, хотя и не воевал. Он уже известный достаточно автор. Он печатается в отечественных записках, самом популярном на тот момент, немного даже либеральном литературном журнале. Он подружился с издателем отечественных записок Краевским, важная фамилия, запомните, и еще с Владимиром Сологубом, постоянным автором отечественных записок, тоже важная фамилия. Выходят его стихи, его принимают в обществе, он знаменитость, служба необременительная, ходит по премьерам, по балам, карьера идет, вскоре его производят уже в поручике лейб-гвардии гусарского полка. Перед ним распахиваются двери аристократических салонов, он входит в моду. Уже не он бегает за девушками, а, в общем-то, девушки бегают за ним. Сологуб, можно сказать, соавтор по отечественным запискам, он очень вхож в высший свет, в семью императора. Произведение Лермонтова показывает государине императрице Александре Федоровне. Ей очень нравится молодой автор. Показывает сестрам императора, его читают. Все хорошо, если бы не случилась дуэль.
Вот тут самое интересное. Дуэли случались часто, но были строжайше запрещены. У нас все, что строжайше запрещено, оно особенно востребовано, особенно интересно. Тут надо поговорить отдельно о феномене дуэлей в России, особенно первой половины XIX века. Из Европы пришли дуэли. Ну, до этого у нас были, конечно, поединки, драки на кулачках, купца Калашникова, но это все несерьезно. Дуэли – это такая абсолютно европейская дворянская история. Но попав в Россию, дуэли сразу приобрели совершенно особый характер, совершенно не похожий на европейские. Как в Европе проходили дуэли? На шпагах. Какой процент смертности? Небольшой. Главное, что показать, что ты не струсил, не сдрейфил, принял вызов, бережешь честь свою, поцарапали друг друга или просто пришли, скрестили шпаги, разошлись. Все. С одной стороны, государство сразу стало их запрещать. Петр I издал жуткий сразу указ о запрете дуэли в России. Видимо, самые первые только стали появляться. Наказание было за дуэль какое? Смертная казнь через повешение. Предполагалось вешать участников дуэли всех, включая мертвых. Мертвых вешать за ноги вниз головой, вешать секундантов и вешать тех, кто знал о дуэли и не донес. Ни разу этот указ не был выполнен в истории России, но вот первое время их было немного. Понеслись дуэли примерно после указа о вольности дворянства. Дворяне осознают запрет телесных наказаний, они осознают понятие для нас совершенно забытое сегодня. Что такое честь, что такое береги честь с молоду. Честь дороже жизни. Начинаются дуэли. Дуэли описаны очень, кстати, точно профессиональным дуэлянтом, можно сказать, Александром Сергеевичем Пушкиным. Помните, когда Гринев ищет себе секунданта, а ему старый поручик говорит: насмерть хочешь убить, что ли, этого Швабрина? Ну, мне он сам не нравится. А вдруг он тебя? И ради чего? Ну, давай по-простому. Он тебя в ухо, ты его в рыло. Ну и разошлись. Дуэли идут по нарастающей. Но вот пика своего они достигают как раз где-то в начале XIX века. Действительно часто, много продолжает действовать запрет на дуэли и наказание всех. Но не соблюдается. Это жестокое наказание. Наши дуэли чем отличаются от европейских? У нас, как правило, на пистолетах. Вернее, и намного опаснее. Дело в том, что дуэль на шпагах – это навык, это технология. И тот, кто лучше фехтует, у него есть всегда преимущество. Лучше учился, лучше преподаватели у него были. Мастер тренировал его. Всегда преимущество. На пистолетах, с учетом той меткости, у меня тут есть пара дуэльных пистолетов. Дуэльные были специальные пистолеты. Они в коробках, очень дорогие, с инкрустациями. Ну, что там деньги жалеть? Может быть, последний раз в жизни держишь пистолет. Поэтому не жалели на этом. Как колода карт. Дуэльная пара должна быть новой, нетронутой, не пристреленной. Но это теоретически тоже никогда не соблюдалось. Пришли, раскрыли, секунданты зарядили в вашем присутствии, и вслепую вы выбираете пистолет из дуэльной пары. Это так хорошо в теории, а реально этих дуэльных пистолетов может не быть под рукой, поэтому стрелялись из дорожных, из армейских, из боевых. Вот пистолет образца 1809 года, кавалерийский, нижних чинов, то есть не офицерский, очень простой, калибр большой, такой вот шарик, до 1,5 сантиметра в диаметре. Попадет, не дай бог. Одно спасение, точность невелика. Достаточно. Уходит в сторону пуля. Но, тем не менее, наши умели стрелять. И дело опасное, расстояние небольшое. В Европе этого не понимали. 31 марта 1714 года войска Александра I вошли в Париж. Долго-долго все союзные армии, нашего главным образом, гонялись за Наполеоном по Франции. И поймать его не могли. Он маневрировал, увиливал и бил союзников по частям. Местами даже одерживал небольшие тактические победы. До тех пор, пока не нашелся один стратегически мыслящий человек, Александр I, который прислушался к советам Барклая и других своих генералов и сказал: мы больше с Наполеоном бегать не будем. Мы будем брать столицу, Париж. И резко развернув армию, они пошли на Париж. Далее настоящий штурм, вечерний, очень тяжелый. 7 тысяч наших погибло. Бой в предместьях. Встали на возвышенности, на холмах. Наполеон недалеко, Фонтенбло. Он собирает армию, подтягивает резервы. У него там 60 тысяч
под ружьем и еще 1050 на подходе. Французы сразу из Парижа посылают к Наполеону гонцов, чтобы он шел на выручку, а сами начинают мирные переговоры. И Александру говорят: ну как, ну что вы же культурный человек, вы по-французски говорите лучше, чем мы. Ну зачем? Ну посмотрите, какой красивый город. Видно его подзорную трубу, хорошо. Посмотрите, какой красивый город, ну вы же не будете обстреливать его, ну зачем? Давайте начнем переговоры. Что ответил Александр в ночь на 30 числа марта? Он сказал: вы знаете, переговоры это прекрасно, если к утру Париж не вывесит белый флаг следующего дня, то к вечеру вы не узнаете того места, которое когда-то было столицей Европы. Французы подумали за ночь, и утром войска Александра таким образом вошли в город. Известная история по поводу дуэли. Это я отвлекся с поручиком Бартенев, его фамилия. Но наши вели себя довольно прилично во Франции. До такой степени прилично, что к ним задирались французские офицеры. А к поручику Бартеневу, там 3 пьяных французских офицера, где-то в кафе подошли и говорят: поручик, а что это у вас за перья такие на шляпе? Перья такие вот белые. Случайно не петуха какого-то выдрали? Поручик: знаете, говорит, я вам расскажу сейчас. Перья белые у нас по уставу положены. Белые перья у кавалерии. Черные перья у офицеров у пехоты. Единственное, что они не петушиные. Это перья из вашего французского орла. Герб, который мы, говорит, тут ободрали до последнего. Так что это ваши перья. Ну, закончилось это вызовом на дуэли, естественно. Предложили они. Он сказал: не, давайте по-русски, давайте стреляться. Это как? Ну, так и будем прямо сейчас по очереди. Я всех 3 вызываю сразу. Как Д'Артаньян. И поручик наш всех 3 убил наповал по очереди. Когда донесли Александру, он запретил нашим офицерам вне строя ходить в военной форме. Обычно офицер всегда ходит в военной форме, а в Париже было это запрещено. Вне строя, вне казармы, только в цивильной форме, чтобы французов не обижать, не трогать их национальные чувства. Чего нельзя было на дуэли? Кто не мог принимать участие в дуэли? Честь – понятие дворянское, потому что, защищая свою честь, дворянин защищает не только и не столько себя, сколько весь свой род. Членов семьи под его фамилией, всех предков и всех потомков. Почти нельзя отказаться от вызова. Ну, за редким исключением. Не принимая вызова от равного, дворянин обесчещивает всех своих. Он как бы показывает, что он уже не член корпорации. Он уже обычный человек, подлого рода, подлец. Поэтому самое простое оскорбление, вызов, сказать: сударь, вы подлец. Значит, я должен доказать, что я не подлец, что я не подлого рода. Не дворяне не принимают участие, женщины нельзя. Если женщина вас оскорбила, за нее может прийти муж защищать ее, стреляться. Подростки нельзя. Нельзя вызывать на дуэль своего начальника, хотя исключения были. То есть вы не можете вызвать командира полка на дуэль или вызвать члена императорской фамилии. Ну, начальника считается неэтичным, начальник может принять вызов, но не обязан. Производственные конфликты будут решаться на дуэли, это очень правильно. А вот члена императорской фамилии вызывать нельзя, потому что это уже отдельная каста, уже не ровня. Был известный случай с Александром III. Он не очень такой был тактичный, видимо, человек, еще по молодости, будучи цесаревичем, несправедливо оскорбил одного офицера. Прилюдно. Офицер написал Александру III письмо. Он не мог его вызвать на дуэль. Ну, тогда еще цесаревичу Александру Александровичу. Написал письмо: ваше высочество императорское, поскольку я вызвать вас на дуэль не могу, прошу вас извиниться передо мной столь же публично, либо я застрелюсь. Мы не знаем, то ли не дошло письмо, то ли Александр III фыркнул, а офицер застрелился в тот же час, как и обещал. Отец пришел в такое бешенство, что он заставил Александра III всю процессию идти пешком, без головного убора, присутствовать на похоронах, там, ну, естественно, были все компенсации выплачены и так далее, и так далее. Повел себя крайне неэтично. Нельзя стреляться с кровным родственником, братом, например. Может отказаться от дуэли и считается неправильным вызывать на дуэль единственного в семье кормящего отца или единственного сына. Никого нет у родителей, единственный сын. Ну, можно его вызвать, но это неэтично. Потому что он будет очень нервничать на дуэли, переживать за своих детей, кормить его некому, семью, он единственный кормилец. А он будет нервничать, а это значит неравные условия.
не одинаковые, нехорошо. По этой же причине нельзя вызывать на дуэль должника. Он должен вам денег, вот его нельзя убивать. Это неправильно. Или вы должны. Вы не имеете права вызвать на дуэль своего кредитора. В общем, масса была тонкостей, но так либо иначе, как произошла дуэль Лермонтова. Ничего толком мы про это не знаем. Версии следующие. Лермонтов был влюблен в Марию Щербатову. Это была известная светская красавица, 19 лет, уже вдова. Тут как-то не особо она красавица на этом портрете. Но считалось, что вот прямо... И вроде бы у них была взаимность, и вроде бы как уже речь шла о возможной помолвке. Но это все сплетни, дворянские сплетни. Дворянам больше нечем заниматься. Офицерам вне службы. Вот они ходили по салонам и сплетничали. Официально ничего объявлено не было. И вроде бы как за этой Марией Щербатовой начал ухаживать де Барант, младший, сын французского посла в Российской империи, барона де Баранта. Вот он, Эрнест де Барант. Лермонтову на тот момент где-то лет 25, а Эрнесту де Баранту 21, то есть совсем молодой человек. Эрнест де Барант приехал из Парижа, устраивается на работу к своему отцу в посольство. Отец у него посол, кстати, очень приличный человек был. Он дружил с Пушкиным, историк, ученый, путешественник. Считался, что из всех иностранных дипломатов он единственный, у кого были очень хорошие личные отношения с императором Николаем I. Прям почти дружеские. Хорошо относился к России. Потом уже много-много лет спустя вышла его интересная книжка, так и называется «Заметки о России», по результатам всех его путешествий по стране, там, о ментальности, о характере. Ну, такая объективная, хорошая книга. Приличный очень человек, отец. Мы еще потом увидим, почему. Но сын шалопай. Закончил где-то там университет, официально числился атташе французского МИДа, и отец хотел его устроить к себе на работу в посольство. Атташе – первый дипломатический чин. Помним с вами главную МГИМовскую присказку «С милым рай и в шалаше, если мило атташе». Вот атташе де Барант приезжает, начинает якобы ухаживать за Щербатовой. Вторая версия. Появляются какие-то стихи, непонятно кому адресованные. Некоторые наши говорят, что чуть ли не Лермонтов, какой-то другой возлюбленный де Баранта написал стихи такие, которые де Баранта обидели. «Прекрасная Невы богиня, за ней волочится француз. Лицо-то у нее как дыня, зато и как арбуз». И де Барант обиделся на эти стихи. Ну, тоже ерунда, потому что потом выяснилось, что стихи эти Лермонтов раньше написал, что несколько лет назад в юнкерской школе, по другому поводу, и другого француза, и о другой девушке какой-то. Была якобы политика. Наши советские исследователи писали, что это был заговор, поскольку Лермонтов там оскорблял всех французов, смерть поэта. Все непонятно. Так либо иначе известно что они встретились на балу в здании Конституционного суда Российской Федерации. Это английская набережная, частный конституционный суд. Раньше был чей-то особняк. Вот там бал, встретились, и молодой де Барант стал к Лермонтову задираться. А вот вы то-то, то-то пишете про французов. Лермонтов говорит, да нет, ничего особенного, не пишу. А вот мне кажется, что вы пишете очень неуважительно о нашей нации. Да нет, я так в целом. А вот вы еще, я слышал, одну девушку обижаете, мне передали. Да никого я не обижаю. Что вы ко мне пристали? Что значит я пристал? Отвечайте, как положено, дворянину. Вот если бы вы во Франции мне сказали, что я к вам пристал, то я бы знал, что с вами после этого сделать в нормальной цивилизованной стране, не то, что у вас тут. Лермонтов, это у нас не цивилизованная страна. В нашей нецивилизованной северной стране делают то же самое с такими же хлыщами, как и вы, как и в ваших Европах. Ну, в общем, все. Вызов. Договорились на рапирах, на шпагах, по-французски. Встретились, секунданты, все как положено. Секундант со стороны Лермонтова, его родственник и лучший друг Столыпин. У него было несколько Столыпиных, чтобы не путать, этого была кличка Манго. Что такое Манго, никто не знает. Судя по всему, какую-то собачку звали домашнюю Манго в их семьях. И вот так в шутку называли Столыпин Манго. Такой был очень красивый, был известный молодой офицер, служил тоже в гвардейском полку. Достали они по-французски шпаги, рапиры. Кстати, что интересно, Лермонтов отлично дерется на саблях. Один из лучших в школе. На равных с ним только Мартынов на саблях. Но техника фехтовального боя на саблях совсем другая. А вот на шпагах у него как-то не очень. Опять же, мир тесен очень.
Учитель фехтования Лермонтова тот же, который учил фехтованию Пушкина. Просто он работал раньше в Царскосельском лицее, оттуда уволился и пошел работать в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. И он же учил фехтованию, считался лучший учитель фехтования в Европе. И он же учил бою на саблях Лермонтова. Но вот на шпагах как-то Лермонтов меньше, кавалеристу шпаги не нужны. Они как-то несколько раз скрестили шпаги. Дальше Де-Барант его, как считается, не сильно ранил в грудь, но, по-моему, там даже крови не было, там поцарапал как-то. А Лермонтов ткнул неудачно рапирой, попал в эфес, и рапира сломалась. Вот тут домашняя заготовка. Столыпин достает ящик. Говорит, ну все, шутки кончились. По идее, на этом дуэль должна закончиться. Показали, что они орлы, молодцы, ничего не боятся. Часть удовлетворена, нет, говорят теперь. Продолжаем по-русски. Ящик, пистолеты, заряжают, расходятся. Пистолеты, по легенде, были те же самые, которыми стрелялся Пушкин с Дантесом. Откуда легенда? Легенда оттуда, что Дантеса не было дуэльных пистолетов. Дорогая штука. Поэтому он дуэльные пистолеты одолжил у Де-Баранта, французского посла. Со своими пистолетами приехал и Дантес на эту дуэль, и Пушкин. И хотя это вроде как не рекомендуется, но тем не менее каждый стрелял из своего пистолета. И вот Дантес стрелял из пистолета, которого он одолжил у посла Франции Де-Баранта. В легенде это не стыковка, потому что на самом деле домашняя заготовка была у Столыпина. Это были столыпинские пистолеты дуэльные. Не Де-Баранта, достали пистолеты, зарядили страшно, разошлись, стрелялись 20 шагов. Или 20 саженей, хотя сажень и шаг – это большая разница. Считается, Де-Барант промахнулся. Лермонтов что после этого делает? Ну, ха-ха-ха. В сторону. Это важно в сторону стрелять. Причем говорит, буду стрелять в сторону. Стреляет в сторону. Почему важно в сторону? Была известная дуэль тогда, два князя. Кстати, очень молодые ребята, два князя, очень знатные. Ну, что-то они поссорились. Пошли стреляться. Ну, пошли. В эти же годы. В Петербурге, кстати, стрелялись там, где Пушкин, на Черной речке. Ну, пошли стреляться. Ну, вроде как стреляться не хочется, что делать? Пока один там размышлял, держал пистолет вот так вот, второй решил, по-товарищески выстрелить себе под ноги. Выстрелил себе под ноги. Пуля попала в камень, отрикошетила и в сердце сопернику. Можете себе представить, судьба? Поэтому вниз нельзя было стрелять. Вверх, в сторону. Пожали друг другу руки и разошлись. Очень довольны. Лермонтов доволен, как он проучил, напугал французов. Француз доволен, что это обошлось. Разошлись. 10 дней тишина. Светские барышни какие-то, которые там нечего им делать языками. На светских раутах, ля-ля-ля-ля-ля, а вот этот Лермонтов стрелялся с сыном французского посла. И это доходит до полкового начальства. Лермонтова вызывают в полк, командиру, стрелялись. Врать-то нельзя дворянину. Ну да, под арест. Арестовывают его. Де-Баранта нельзя, он же дипломат. Разбирательство, Лермонтова на гауптвахту. Столыпин, узнав, что арестовали его товарища, бегает везде и говорит, меня тоже арестуйте, я секундант. Никто на него не обращает никакого внимания. Он пишет письмо Бенкендорфу. 3 дня меня никто не арестовывает. Мой друг сидит под замком в тюрьме. Прошу тоже меня наказать. После этого письма, там прошло еще несколько дней, Столыпина тоже арестовали. Стали разбираться. Де-Баранту порекомендовали покинуть Россию, потом дипломат, связываться с этим. Вроде ничего такого не было. Закончилось все хорошо. Отец на сына своего наехал. Причем барон Де-Барант, французский посол, повелся очень благородно. Он письмо написал Бенкендорфу с просьбой простить Лермонтова. Он написал, мой сын балбес. Он сам его обидел, он сам к нему задирался. Но дело дошло до государя. А Николай I любил во всем порядок. Запрещены дуэли? Запрещены. Если мы тут по письмам иноагентов будем освобождать, это что, нормально, что ли? Нет. Поэтому будем разбираться по закону. Лермонтов сидит на гауптвахте, и тут до него доходит слух, это еще до того момента, как Де-Барант уехал, до него доходит слух, что Де-Барант ходит и всем рассказывает, что Лермонтов в воздух не стрелял, а тоже промахнулся. Почему Де-Барант рассказывал? Потому что он же выглядит вообще как по-дурацки. Мало того, что сам нарвался, сам вызвал, сам обидел Лермонтова, и Лермонтов из милосердия его пожалел. Поэтому Де-Барант говорит, да нет, мы друг друга стреляли, просто промахнулись.
Лермонтов, сидя на гауптвахте, вызывает Добаранта к себе. И при свидетеле говорит: что вы там рассказываете за истории? Вы что, не видели, что я в воздух стрелял? Сейчас вот меня выпустят, я еще раз вас вызову. Будем стреляться повторно за то, что вы меня во лжи обвинили. Добарант говорит: да нет, меня не так поняли. В общем, после этого сразу уезжает за границу, не дожидаясь повторного вызова. Вот опять вся эта история доходит до государя. И хотя начальник всей гвардии Михаил Павлович, который очень хорошо к Лермонтову относился, он его читал произведения, он над ним все время подшучивал. Когда смерть поэта, кипиш был вокруг этого, он говорит, первая реакция Михаила Павловича была такая: а что это он понаписал тут? Сам голубых кровей, наехал на своих, надменные потомки. Вот дурак этот. Никакой злобы, ничего не было. Михаил Павлович написал письмо, что вот давайте мы его по-легкому как-нибудь накажем за то, что он на гауптвахте встречается с неположенными людьми. Ну, нарушение гарнизонной караульной службы. Месяц гауптвахты и все, и отпустим. Но все должно быть по закону. Поэтому Николай I говорит: нет, суд. И решением суда Лермонтова приговаривают, ну, правда, не очень строго, но все-таки приговаривают опять к отправке в действующую армию, ну, де-факто с понижением, то есть тем же чином офицерским, но в обычный пехотный полк, Тенгизский пехотный полк. Слух появился, что все общество как бы Лермонтова поддерживало. Вяземский писал как? Это совершенная противоположность истории с Дантесом. Здесь действует патриотизм. Весь Петербург радуется, как Лермонтов проучил французов. Лермонтова отправляют на Кавказ, проветрить голову, докладная записка, суд, на Кавказ отправить. А перед этим было решение суда о том, что он должен 3 месяца в крепости отсидеть. Государь пишет: согласен. Тем же числом резолюция приходит к командиру, говорит: так, согласен, надо продержать в крепости, потом отправить на Кавказ. Той же датой, это какой? Никто не будет переспрашивать императора, что он имел в виду. Сегодня отправляем его или через 3 месяца? Ну, там консилиум, все разбешляли. Отправим сегодня, пусть едет от греха подальше. Тенгизский пехотный полк. Место, как писали у нас во всех учебниках, царь отправил Лермонтова на верную смерть. Потому что это полк, который находится на передовой, на линии боевого соприкосновения. Очень боевой полк, все время на войне, и как бы шансов выжить там у Лермонтова вроде бы как не было. Вот такая официальная у нас версия. Я считаю, что это не так. Потому что примерно в это же время, когда арест Лермонтова, случилась одна известная с этим полком тенгизским история с солдатом Архипом Осиповым, которая дошла до императора. Простой солдат, рекрут, много лет уже прослуживший из крестьян. Он в крепости. Черкесы осаждали крепость, и было понятно, что мы не выдержим, потому что их много, они сильнее. И вот этот Архип Осипов на солдатском кружке сказал: вы знаете, вы мне дайте спички, фитиль. Когда я почувствую, что все-таки нам крепость не удержать, я взорву пороховой склад. Заранее это сказал. Это не эмоциональный подвиг какой-то в порыве. Упал на амбразуру. Да ты что, Архип, зачем? Не-не-не, давайте. Вы только отойдите подальше. Ну так и получилось. Черкесы ворвались в крепость. Наши отошли. Архип Осипов один остался, перекрестился и взорвал пороховой склад, уничтожив огромное количество врагов вместе с собой. То есть такое было сознательное самопожертвование, спланированное. Эта история дошла до государя-императора. Поскольку у Архипа Осипова не было семьи, он, будучи в солдатах, не смог семью завести, и не было родных, кто мог бы продолжить его фамилию, детей не было, то император повелел записать его имя навечно в списке полка и на каждой поверке произносить такой-то Архип Осипов. Вот это был первый случай в русской истории, самый первый, навечно внесен в списки воинской части. После этого полк был отведен в тыл, и вот туда и направили Лермонтова. То есть прекрасно Николай I знал, что полк не на передовой, что полк где-то в тылу, на переформировании, после тяжелых боев. То есть он его не в штрафбат отправлял. Это первая история. Вторая история. Дело в том, что Лермонтов вообще при жизни в первую очередь прозаик, а не поэт. Что одновременно издаются самое знаменитое на тот момент произведение Лермонтова отдельной книжкой, которая называется «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» издавался до этого частями, как записки
офицера с Кавказа отдельными рассказами в отечественных записках. А тут законченное произведение, в определенном порядке эти повести выстроены. Помним с вами, что там не хронологический порядок. Вопреки хронологии все происходит. То есть сделано это очень сознательно. Лермонтов как бы раскрывает характер героя таким образом. Когда я в свое время вышел фильм «Pulp Fiction», помните «Криминальное чтиво», все не в хронологическом порядке, и все наши великие кинокритики писали: гений Тарантино впервые расположил не по порядку действия, все путается. Это Лермонтов за 200 лет до этого все это сделал. Да. Ну, Тарантино знал. И вот эта книга по рекомендации или сестры, или жены попадает Николаю Первому. И он читает, зачитывается героем нашего времени в это же самое время. Далее буду цитировать. Николай I прочитал роман за 2 дня. 13 июня пишет жене, кавычки, «Я работал и читал героя, который хорошо написан». Дальше там по работе. Письмо могли писать в течение дня несколько раз, возвращаясь. Мысль пришла, записал. 14 числа, на следующий день, письмо жене. В 3 часа дня. «Я работал и в перерывах продолжал читать Лермонтова. Нахожу 2-й том, следующий повесть, гораздо менее удачным, чем 1. 7 часов вечера, кавычки, дочитал до конца героя. Нахожу 2-ю часть отвратительной». Уже как профессиональный критик Николай I пишет, кавычки, «Характер капитана, то есть Максима Максимовича, набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался, что он-то и будет героем нашего времени. Однако господин Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и простым характером, но заменяет его презренным, очень малоинтересными лицами. Счастливый путь, господин Лермонтов». Он помнит, что Лермонтов едет на Кавказ. «Пусть он, Лермонтов, если это возможно, прочистит там себе голову». Ну, то есть, понаписал. Ну, с точки зрения императора, это все очень логично. Как может быть героем непонятно кто. Не положительный персонаж. Какая мотивация для молодежи этот Печорин? Поэтому пускай там мозги проветрит и куда-нибудь туда подальше, на Кавказ. Куда поступает служить Лермонтов? Он поступает командиром взвода, он же поручик. Правда, теперь не гвардейский, а пехотный. Командиром взвода 12-й мушкетерской роты Тенгизского пехотного полка. Кто у него командир батальона? Батяня комбат. Командир батальона – тот человек, которого всегда все школьники путают с Дантесом. Командир батальона у него Донзас. Этот мир тесен. Тот самый Константин Донзас, который на дуэли был секундантом со стороны Пушкина. Он тоже француз по дедушке и по отцу, потому что он потомок роялистов французских, которые от французской революции сбежали в нормальную страну, где потише, где гильотины нет, уехали в Россию. А вот он внук этого французского роялиста. Он учился с Пушкиным в одном классе в Царскосельском лицее. Только в отличие от Пушкина и Корчакова, он совсем двоечник был. Его вот выпустили прапорщиком, инженером, строил мосты, переправы, понтоны. В конце концов, добровольцем поехал на Кавказ воевать. К моменту, когда дуэль пушкинская, это 1837 год, он был в Петербурге, видимо, отпуск. Тогда же нельзя было говорить о том, что заблаговременно договорились о дуэли. Там была версия такая, что я шел по улице, случайно встретил Пушкина. Он мне сказал: «Костя, я завтра дуэль. Пойдешь со мной?» Секундантом. Ну, как я мог отказать ему, однокласснику, как благородный человек? Ну, пошел. Наверное, все-таки заранее все об этом договаривались. Тогда ведь очень важно, как записывали в документах, следствие же шло, кто участвовал в пушкинской дуэли. Так не писали Пушкин Александр Сергеевич. Или великий поэт. Писали: камергер двора его императорского величества Пушкин. Далее инженер-подполковник Донзас. Барон Геккерен Дантес. Дантес усыновлен, у него двойная фамилия. Барон Геккерен Дантес, запятая, поручик лейб-гвардии полка. Ну и какой-то там французский виконт. Он сразу сбежал после дуэли тоже во Францию. Какой был приговор после дуэли? Дантесу, Донзасу и заочно, наверное, виконту. Всех суд осудил к повешению. И Донзаса, и Дантеса.
Но потом началось смягчение одно, смягчение другое. Никого же не вешали по этому Петровскому указу. Донзас — лишение чинов, лишение дворянства, рядовым, в крепость, в Острог, потом на Кавказ. Дантеса, убийцу Пушкина, лишение чинов, лишение звания, рядовым в сопровождении жандарма отвезти под конвоем, за границу выслать. Ну, а потом, когда уже все так немножко успокоилось, вышло решение о том, что Константина Донзаса с учетом того, что у него много боевых орденов к этому моменту, он заслуженный человек, боевой офицер с Кавказа, много ранений и прочее, 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 значит, наград не лишать его и отправить все-таки на Кавказ, но офицером. Вот он там и служил. И он был командиром батальона, куда сослали Лермонтова. Лермонтов из Ставрополя пишет письма, что вот я выехал на Кавказ, еду в Чечню, брать буду Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе на пересылку. Такая каналья этот пророк. Имеется в виду пророк Шамиль. Шамиля, естественно, никакого Лермонтов не взял. А кто взял Шамиля? Спустя много-много лет. Его пленил однокашник Лермонтова, князь Борятинский, который к тому моменту стал командующим всей Кавказской армией, Кавказским корпусом. Они, правда, не дружили в училище, но учились вместе. Локтями друг друга касались, постоянно ругались. Есть стихи Лермонтова о Борятинске, об однокашнике. Мое любимое собрание сочинений Лермонтова, 59-го года издания. Я тут вам прочитаю, как писали письма тогда. Мы помним с вами, да, что все подозревают, будто Лермонтов не стрелял в воздух на этой дуэли, а промахнулся. Значит, Лермонтов врал на следствии, значит, это недостойно дворянина. И Лермонтов, весь разобиженный, пишет своему начальнику, Михаилу Павловичу, великому князю, командующему всей гвардией, типа, я не врал на следствии по поводу дуэли. Что пишет Лермонтов? Стиль, послушайте. Ваше императорское высочество, признавая в полной мере вину мою и с благовением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердную службу загладить мой проступок. Но, получив приказание явиться господину генерал-адъютанту Бенкендорфу, слов его сиятельства увидел, что на мне лежит обвинение в ложном показании, самое тяжкое, которому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. То есть показание, что он соврал. Ваше императорское высочество, позволите мне сказать со всей откровенностью, я искренне сожалею, что показание мое оскорбило Баранта, но я предполагаю, чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что ваше императорское высочество соблаговолите обратить внимание на горесть на мое положение и заступлением вашим восстановить мое доброе имя во мнении его императорского величества и в вашем с благоговейной преданностью, а имею счастье прибыть вашего императорского высочества всепреданнейший Михаил Лермонтов, поручик Тенгинского пехотного полка. О, письма писали. Лермонтов не хочет служить командиром взвода в Тенгинском полку у Донзаса. Ему это скучно, там командовать, пехота. Выбил себе должность адъютанта. Командира экспедиционного, называли его чеченского отряда, генерала Голофеева. Этот отряд должен отправиться куда-то туда, в зону боевых действий. Полк стоит в тылу. Не надо думать, что должность адъютанта – это какая-то блатная должность, колбаску нарезать генералу. Адъютант – это очень тяжелая и очень опасная работа. Во время отсутствия коммуникации всех, любых, задача адъютантов, их несколько всегда у командира, передавать приказания. Вот генерал смотрит, там усилить, этих перевести туда, этих сюда, этим отступить. И у него есть адъютанты, которые скачут, несутся, передают эти приказы. Либо, если погиб командир подразделения любого, роты, батальона, адъютант его должен заменить сразу же. Ну, а где взять офицера под рукой, опытного? Поэтому адъютант – это, очень опасная работа, очень тяжелая работа. И смертность адъютантов, мы посмотрели статистику, по сравнению со смертностью обычных офицеров в зоне боевых действий выше в 3 раза. То есть Лермонтов не трусил. Но это зато свободный человек. Ты при штабе, при начальнике. И вот первый бой, известный на реке Валерик, приток Терека, 11 июля, Лермонтов. У нас каждый день дела бои. Одно довольно жаркое, продолжалось 6 часов кряду. У нас было 2000 пехоты, а их 6000. Цифры примерно правильные. Все время дрались штыками, то есть перестрелки почти не было. Горцы заняли высокий берег и прятались в лесу, поэтому артиллерия, все это было совершенно бесполезно. Вверх она стрелять не может, поэтому дрались в рукопашную.
У нас убито 30 офицеров и 300 рядовых. Их осталось лежать на месте 600. Резня. На самом деле потери были еще больше в этой рукопашной. Из боевого донесения в штаб, кавычки. Тенгизского полка поручик Лермонтов исполнял возложенное на него с отменным мужеством и хладнокровием. И в первых рядах храбрейших ворвался на неприятельские завалы, которые там на берегу. Ну, Валерик мы все учили в школьной программе. Уже затихло все, тела стащили в кучу, кровь текла, струею дымной по каменьям. Ну, в общем, такое страшное стихотворение. Ну, совершенно не милитаристское на самом деле. Потому что после всей этой рукопашной и с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места хватит всем. Но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? Писано в станице Грозная, лето 41-го года. Ровно за 100 лет. Потом Лермонтов получает новое назначение, заменяет тяжело раненого товарища, унтера Дорохова. Заменяет его в командовании так называемой сотни охотников. Ее даже будут называть в литературе потом Лермонтовская сотня. Ну, во-первых, что такое сотня охотников и кто такой Дорохов? Дорохов, «Войну и мир» помним, Долохов, да? Это прототип, это он. Это вообще поразительный человек. Передавая командование Лермонтову, Дорохов пишет: «По силе моих ран я сдал моих удалых Лермонтову. Славный малый, честная прямая душа, не сносить ему головы». Руфин Дорохов, Руфин его звали, прирожденный солдат и профессиональный дуэлянт, бритер. 14 состоявшихся дуэлей. Ему на тот момент где-то около 40 лет. Он сын прославленного героя 812 года, генерала Дорохова, знатной семьи. Генерал умер от ран, отец, вскоре после войны. Сам учился в самом элитном учебном заведении в империи, в Пажеском корпусе. Едва вышел из корпуса в полк, тут же убил на дуэли какого-то капитана. Потом судили. Потом драка в театре. За буйство в театре и ношение партикулярной одежды, без мундира пошел в театр, плюс дуэль, все вместе разжалован в солдаты. Прибыл в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Помним тот самый драгунский полк, в котором служил Лермонтов, прославленный. Вызвался сразу же добровольцем на самые отчаянные дела. Ночные разведки там и так далее. Настолько был отчаян, смел и успешен, что однажды после ночной разведки пошел Дорохов, разжалованный с 2 солдатами. Когда он возвращался, знаете, кто его лично приехал встречать? Паскевич, командующий армией всей. Наместник Кавказа. Лично приехал и выпил с ними со всеми шампанского. С рядовыми, с солдатами. Настолько был доволен Дороховым. Дальше окончание войны с Персией. Награжден золотой саблей за храбрость. Произведен в поручики из рядовых. Прощен. Уволился за ранами в запас. Женился. Жил в Москве. И опять дуэль, дуэль, дуэль. В конце концов, чуть не убил какого-то карточного шулера. Ну, пишут, что пырнул его ножом прямо при всех за карточным столом. Другие говорят, что как в кино. У шулера вот так лежала ладонь на какой-то крапленой карте, а тот его ножом в ладонь мал. Жуть. Кино. Должны были на каторгу. Хлопоты родственников. Жуковский дошел до императора. Письмо, говорит, ну как так? В итоге, по большой милости, 2-й раз его опять разжаловали в солдаты, опять отправили на Кавказ воевать. В пехоте Дорохов служить не мог, потому что тяжкие ранения. Он вообще ходил с трудом, поэтому только в кавалерию. В казаки. И снова за мужество, храбрость произведен в унтер-офицеры. И вот командовал этой сотней охотников. Он ее сам собрал. Что такое эта сотня охотников? Это добровольцы. Они без формы воевали, по штатскому. Кто в чем горазд. Интернациональная сотня, там кабардинцы. То есть разного рода кавказцы, которые были не за Шамиля, а за правительственные войска, казаки, очень много штрафников, разжалованных офицеров. И неплохо зарабатывала эта сотня, потому что она брала себе добыча военная, поэтому там служить очень опасно, но доходно. Многие стремились. Вот такая своеобразная штрафрота, можно сказать. Задачи какие у нее стояли? Рейды по тылам противника, операции возмездия, разведка боем, освобождение заложников,
Ну, заложниками же там тяжело, но тактика была специальная. Захватывали офицеров, потом за выкуп. С этим Ермолов боролся как мог еще с этой тактикой горцев очень опасной. Известная история, да, как одного офицера штаба Ермолова, как только Ермолова назначили, захватили горцы и прислали записку, что, мол, 1000 рублей серебром мы вернем. Нет проблем, давайте. Ну, надо платить, что, убьют же. Ермолов сказал, да. Значит, вот там вот выйти на улицу и всех старейшин, у кого борода подлиннее, всех арестовать всех. Схватили там человек 20 уважаемых людей, мирных, сказал, ну что, говорит, давай меняться. Один волос упадет с моего офицера, я их всех. Не правовые действия, конечно, даже по законам империи того времени, совсем. Ничего, больше никто у Ермолова заложников в штабе не брал с той поры. Такая была история. Кстати, по поводу штрафников. Кто смотрел фильм «Штрафбат»? Много смотрело. Популярное кино. Фильм очень хорошо сделан, талантливая режиссура, актеры. Правда в этом фильме заключается в том, что война была наших с немцами. На этом правда заканчивается. Все остальное – это фантазии сценаристов, режиссера и продюсера. Потому что, ну, конечно, ничего, что изображено в фильме «Штрафбат», ничего такого в принципе быть не могло вообще, совсем. Почитайте мемуары настоящих офицеров, командовавших штрафными батальонами, штрафными ротами, вы поймете, что все совсем по-другому. Ладно, не буду отвлекаться, потом отдельно об этом поговорим как-нибудь. Что писал один из бойцов этой сотни охотников про своего нового командира? «Я хорошо помню Лермонтова, как сейчас, вижу его перед собой. Он был среднего роста, загорелым лицом. В кругу товарищей офицеров, участвовавших в экспедициях, был всегда весел, любил острить». Совсем другой на войне, вот совсем. «Был отчаянно храб, удивлял своей удалью даже старых кавказских джигитов». Сам Лермонтов, кавычки, получил от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников из 100 казаков. Разный сброд, волонтеры, татары и прочее. Нечто вроде партизанского отряда. Если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут. Но имеется в виду, дадут какую-то награду, а после награды все, ты прощен и возвращаешься в гвардию в Петербург. Уже в тот момент Лермонтов хочет выйти в отставку и посвятить себя литературе. Но для этого надо быть не просто прощенным, а красиво, с наградой, с повышением. Не просто так. В основе его отряда были там терские казаки очень много, были пластуны так называемые, такой вот спецназ. Лермонтов не дозволял себе никакого комфорта. Ел с одного котла со своими бойцами, спал на шинели, все время в седле. Они почти не признавали огнестрельного оружия. Действовали в тишине, ночью налетали на позиции горцев, лагеря. В рукопашной. Вот тут Лермонтову пригодилось умение владеть саблей, потому что учился у лучшего мастера в свое время. Очень страшное дело. Постоянная, ежедневная поножовщина. В свободное время возил с собой альбомы, писал стихи. Учебник математики. Он любил математику. Загадывал своим офицерам и товарищам математические задачи. Такой мастер. Ребусы. В шахматы со всеми играл. Все время шахматы с собой были. Причем, так как Лермонтов играл в шахматы на деньги, маленькие ставки, но на деньги все-таки. Скучно играть без интереса. То, как пишут в воспоминаниях, очень скоро никто не хотел больше играть с Лермонтовым. Все ему проигрывали постоянно. Несколько раз представлен к наградам. Очень много путаницы по этому поводу в интернете. Я долго-долго ковырялся, потому что непонятно, то ли его представляли к одним и тем же наградам несколько раз, то ли документы повторно высылали. Более-менее точная история следующая. Его сначала представили к ордену святого Владимира 4 степени. Это вот есть Георгий, высший воинский орден 4 степени. Вслед за ним идет Владимир 4 степени. Высокая награда. Направили документы в штаб Кавказского округа. Там посмотрели, сказали, елки, да он же ссыльный. И у него ни одной госнаграды нет до этого. Сразу такую высокую нельзя. Ну, как принято у нас у кадровиков, понизили до ордена святого Станислава. Какой-то там степени отправили дальше документы в Петербург. Потом вроде бы повторно еще раз направляли документы, потому что очень долго в Петербурге это дело рассматривалось. Как мы помним с вами, в конце концов, из финального наградного списка считается, что лично император Лермонтова вычеркнул. Отказался утвердить это представление. Но объясняли это чем? Непонятно чем. То ли личная неприязнь императора.
то ли император не хотел, чтобы он возвращался в Петербург. Если орден, то он сразу возвращается обратно. Прощается, возвращается. То ли какие-то интриги Бенкендорфа, непонятно, потому что Бенкендорф раньше во всем шел ему навстречу, по всем ходатайствам бабушки. Может, бабушка достала Бенкендорфа. Ну, непонятно. Вот вычеркнули его. Потом Лермонтова представляют, уже другой командир, что тоже важно, другой генерал представляет его к золотому оружию за храбрость, как раз во время командования этой сотни охотников. Это тоже высокая награда. Плюс к этому возвращение обратно в гвардию не просто тем же чином, поручиком, а со старшинством. Это очень важная пометка, потому что со старшинством означает, что вот если бы это утвердили, его вернули бы обратно в лейб-гвардии гусарский полк поручиком, и он сразу бы получил следующее звание, первым по очереди, со старшинством в гвардии. Сразу бы стал капитаном. Очень быстро. Тогда понятие старшинства значило очень много. Важно было, как долго офицер, не просто за подвиг, а как долго он еще служит в этом чине. Это очень важно. Помните казус со старшинством Багратиона и Барклая? Я вам рассказывал. Они два командующих армиями в равном статусе, в равных должностях. И оба генералы полные. И в равном звании, выражаясь современным языком. И вот они вместе находятся, и кто из них главнее? Главнее должен быть тот, кто получил генерала полного раньше. Хоть на месяц, если он получил раньше, то по принципу старшинства он автоматически главнее. Но казус заключается в том, что и Барклай де Толли, и Багратион получили полного генерала одним императорским указом, одновременно, одним приказом. А в списке Багратион и оба на «Б» и Барклай по третьей букве. Барклай шел после Багратиона. И вот это значит с формальной точки зрения старшинство Багратиона. Я всем говорил, ну смешно, конечно, я говорил, ну хоть я и старше Барклая, ну ладно, настаивать не буду на старшинстве. То есть это очень важно в то время было. Награды не утверждают. Уехать с Кавказа он официально не может. Бабушка хлопочет. В конце концов, выхлопотала отпуск Лермонтову на 2 месяца. Писала там заявление, что она очень плохо себя чувствует, что она умирает. Надо обязательно с внучком повидаться. И вот, чтобы встретиться с бабушкой, на 2 месяца дают ему отпуск в Петербург. Лермонтов едет в Петербург, и это его последний приезд. Но там он, конечно, суперзнаменитость. Все знают, что он представлен неоднократно к наградам, что он не просто боевой офицер, а командир спецназа. Он прославлен, он весь в сражениях про это знают. Он очень модный поэт, его везде зовут, во все салоны. А он ходит мрачный, настроения нет у него. Уже воевать он не хочет, уже хочет в отставку. Все пишут, он постоянно просился в отставку, вредный царь его не отпускал. Он ни разу не просился официально в отставку. Потому что если бы он попросился, то ему бы ее не дали. Уйти в отставку офицер может 1 раз в год, в конце года, в декабре. В декабре 1840 года Лермонтов пропустил, потому что ждет награды. Документы ушли на награды. Орден, сабля, еще раз орден. Все ушло. Вот тогда меня точно отпустят, а то я весь буду в орденах. Красиво. А дальше о чем проситься? Все равно заявление не будет рассмотрено после этого. Он приезжает в отпуск в начале 1941 года. Нет смысла проситься в отставку. Он говорит, да, я хотел бы, но бабушка против. Бабушка хочет, чтобы я продолжал в армии служить. А я хочу уже заняться литературной деятельностью. И вот тут очень важный момент. Если бы судьба сложилась по-другому, предположим, его орден каким-то образом бы утвердили, или саблю, или просто вернули бы в гвардию со старшинством, и он бы ушел в отставку, то у него был следующий план, мы об этом знаем. Они собирались втроем, 3 друга, заняться издательской деятельностью. Лермонтов, Сологуб и издатель отечественных записок. Они ровесники, они молодые, им там 25-26 лет, 27. Получалось что? Действующий издатель отечественных записок, он супербизнесмен, он вообще гений бизнеса. Он потом будет всю жизнь издавать отечественные записки и сделает это самым модным, самым читаемым, самым доходным журналом. У него будет работать Некрасов главным редактором. Все звезды там будут публиковаться. А Сологуб – это политическая крыша. Он сам хороший писатель.
Это очень талантливый человек. Но он вхож в императорскую семью. Он решает вопрос. А Лермонтов – это мега-бренд. Плюс у Лермонтова что? Важно для любого издателя, для любого бизнеса. Неограниченное финансирование. Это было бы совершенно бомбическое литературное издание. А Лермонтов говорит, я вернусь, и мы втроем будем издавать отечественные записки. Мы уже договорились. В Петербурге, ну что делает Лермонтов? Вот ходит по балам, грустный. В отставку выйти момент упустил. Награду не утверждают. Он еще про это не знает окончательно, про отказ. Ну, устраивает там такие перформансы, можно сказать. Его везде же зовут. Говорит, у меня новый роман. Ой, приходите к нам почитать новый роман. Ну, у меня райдер. Я просто так не приду. Мне надо, чтобы было человек 30, хороший стол, дорогое шампанское, свечи, и вот я буду читать. Чтобы публика была очень достойная. Хозяйка литературного салона, да, конечно. Дорогой Мишель, все как вы, собирает самых знатных гостей. Лермонтов, автор героя нашего времени, будет читать новый роман. Собрались, все ждут, закуски. Лермонтов пришел, количество бумаг, такой толстой папкой пришел. Начинает читать мрачным голосом. Минут 15. Почитал 3 страницы. Говорит, ну вот все, дальше я еще не написал. И уходит. Через 15 минут. Перформанс. Весь Петербург обсуждает, как Лермонтов над всеми пошутил. К гадалке пошел. Была известная гадалка в Петербурге. Не цыганка, немка, как ни странно. Она, как известно, нагадала смерть Пушкину. Сказала, что его ждет смерть от руки высокого блондина на белом коне. Ну, собственно, Дантес был высоким блондином, кавалергард на белом коне. Лермонтов задал ей вопрос, хочу в отставку, и когда буду в Петербурге нормально, она сказала, ну, вы знаете, в Петербурге вы уже никогда не будете. Это у вас последний приезд. А отставка у вас будет такая, что лучше никому не надо. Лермонтов расстроился. Ну, может быть, не сильно поверил ей. Пишут в учебниках, что Лермонтову в 48 часов власти приказали уехать обратно на Кавказ. У Лермонтова кончился отпуск. Подали ходатайство о продлении. Лермонтов ходил по всем балам, вечеринкам. Ну, как-то не очень хорошо ссыльному офицеру, который приехал сидеть у постели больной бабушки, по всем, как бы сейчас сказали, ночным клубам и театрам. Бабушка-то, кстати, в Петербург так и не приехала. Там что-то случилось. И они больше не увиделись ни разу. Ну, вы это все знали. Поэтому, когда пришло прошение о продлении отпуска, какой отпуск, сказали Лермонтов? Какой? Он все время здесь где-то не в ту дверь заходит. Обратно служить на Кавказ. Тогда это вообще так принято было. Секундант Лермонтова, его друг Столыпин-Монго, он же на момент, когда он был секундантом Лермонтова на дуэли, уже был в отставке, поручик в отставке. Когда рассматривалось наказание, Лермонтова отправили в действующую армию, а на рапорте «Что делать с Монго» со слов государя было сказано следующее. «Не подобает в таком молодом возрасте болтаться без дела. Пусть послужит». Столыпин намек понял и сразу записался обратно в армию на Кавказ. Опять же, в тот же самый, по-моему, Нижегородский драгунский полк. Лермонтов уезжает из Петербурга через Москву. В Москве он на неделю подвис, то есть никуда на самом деле не торопился, все не спеша. Написал известное стихотворение якобы, уезжая из Петербурга. Какое? В обиде на всех. «Прощай, немытая Россия». Считается, что написано как раз в тот момент, когда Лермонтов узнал о решении его выслать. Это большой вопрос. Во-первых, нет рукописи авторства. Ее нет. У Лермонтова очень много сохранилось автографов. Все они хранятся главным образом в Пушкинском доме. Ну, вот можете приехать еще посмотреть. У нас замечательный есть Лермонтовский музей, рядышком совсем. 5 минут пешком на Молчановке, где Лермонтов 3 года жил вместе с бабушкой, учась в Москве. Можно поехать в Середняково, замечательный тоже музей, где Лермонтов проводил лето, учась в Московском университете и в Московском пансионе. Усадьбы родственников Столыпиных своих там тоже хранятся, автографы Лермонтова. Но вообще обратите внимание, как тогда писали. Бисерный почерк, мелкий. Каждое слово супер разборчиво. Идеальная каллиграфия. Говорят, бумагу экономили. Зачем было Лермонтову экономить бумагу? Культура чистописания. Сейчас посмотришь, как школьники пишут. Рукописи нету автографа Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Стихотворение опубликовано через 30 лет после его смерти.
со слов, по какому-то списку кто-то что-то записал. До сих пор лермонтоведы отказываются публиковать его в собраниях сочинений, даже с припиской, что, мол, авторство Лермонтова не подтверждено. Хотя на самом деле, на мой личный взгляд, конечно, это удачная литературная мистификация. Бывают такие важные политические стихи, которые пишут за авторов. И когда-то потом на волне либерализма впоследствии было удобно Лермонтову приписать такое вот стихотворение. Поверить в то, что он мог написать «Немытая Россия», мне кажется, только самый упоротый либерал может в это поверить, потому что найти, где еще Лермонтов с такой же тональности пишет о своей родине. Что Лермонтов пишет? «Люблю Россию я, но странную любовью, не слава, купленная кровью, не полный гордого доверия покой, не темные старины заветные предания, и так далее. Но я люблю, за что не знаю сам». Дальше каждый из нас может сам продолжить, за что он любит Родину. Но вот Лермонтов писал так: делать из него революционера, как делали большевики. Луначарского есть статья «Лермонтов революционер». Не его это стихи, мне кажется. Хотя у каждого свой Лермонтов. Сейчас, вот, кстати, другая интересная тенденция. Я не захватил с собой, прочитал феерическую статью в американском издании, называется Foreign Policy, такой серьезный, аналитический журнал о внешней политике, издание Вашингтон-Пост холдинга. Статья «Лермонтов – певец русского захватнического империализма». Там прошлись по всем. 4 у нас самых главных империалистических писателя, которые оправдывают русский шовинизм, империализм, путинизм, агрессию. 4. Пушкин, клеветникам России, понятно. Лермонтов – это вообще просто исчадие ада, это главный герой этой статьи, потому что мало того, что он империалист, он еще и собственноручно в боевых действиях уничтожал свободолюбивые народы Кавказа. Толстой, понятно, тоже воевал, еще с англичанами и французами. Ну и вот, что меня убило окончательно, это империалист Достоевский. Ну и призыв, что всем этим 4 империалистам надо снести все памятники во всем мире, везде, переименовать улицы, площади, все как полагается. И вот Лермонтов после окончания своего отпуска приезжает опять на Кавказ, прибыв в Пятигорск, подает военному коменданту рапорт о болезни и заключение от врача. Врача зовут Барклай де Толли, не поверите, родственник, военный врач. Цитирую заключение. «Поручик Лермонтов одержим золотухою и цинготным худосочием, сопровождаемым припухлостью и болью десен, изъязвлением языка и ломотой ног. Для облегчения страдания необходимо поручику Лермонтову пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года до полного излечения». Далее врач пишет, что если не лечить, то могут быть самые пагубные последствия для здоровья. Но, с одной стороны, как-то неловко подозревать в медицинском обмане военного врача Барклая де Толли. Ну, а с другой стороны, заболел одновременно и Лермонтов, и Столыпин, с которым они вместе приехали. И перед этим они еще бросали монетку, как известно, то ли им ехать в полк, то ли в Пятигорск. Пятигорске гораздо интереснее, потому что там светское общество, девушки. И вот монетка выпала на Пятигорск, Столыпин хотел в полк. Честно говоря, мне кажется, что, конечно, Лермонтов нашел какие-то аргументы убедить полкового врача выдать ему такое страшное заключение, по которому он целое лето должен лечиться на минеральных водах. Он лечился действительно, он принимал ванны, правда, ездил и в Пятигорске, и рядом в Железноводске, пил минералку, лежал в ваннах. Может быть, какие-то у него были кожные проблемы. Нельзя сейчас сказать, насколько это... Лучше бы в полк поехал на самом деле. Не уговаривал врача или не покупал, как многие считают, это врачебное свидетельство. Там в Пятигорске сейчас находится музей, известный домик с соломенной крышей, который они вместе со Столыпиным арендовали на все лето. Срок неизвестен, минимум месяца на 3. Заплатили за это жуткие деньги. Домик крошечный, сарайчик такой. 100 рублей серебром. Там вот, собственно, первый музей Лермонтова, открытый еще до революции. Там они встретили старого однокашника своего Мартынова. Лермонтов очень обрадовался. Мой друг Мартыш тут рядом. Будем вместе гулять. Там же и произошла та самая дуэль. Тоже совпадение. Вот от дом
где они жили с Столыпиным. Вот представим, где вот этот вот микроподиум. А дом, где они поссорились с Мартыновым, через двор перейти, вот буквально за дверью этого зала. Вот прямо вот там. Вот надо было им еще поссориться прямо рядом. Вот в этом соседнем доме генеральши Верзилиной, генерал где-то был по делам, у них собирается светское общество, несколько дочерей незамужних, молодых, красивых, интересные офицеры. Вот там произошла знаменитая ссора, в которой принимал участие Лермонтов. Присутствовал капитан Нижегородского полка Драгунского Столыпин. Почему капитан? Потому что он из гвардии плюс звание. Шашка. Тут хочет подержать? Вот это настоящая шашка, которая называется шашка Нижегородка. Встаньте лицом туда, покажите. Это шашка Нижегородского драгунского полка. Такая была у Столыпина, может, чуть получше, потому что он офицер. Стали переодевать, менять форму военную Нижегородскому полку, такую более кавказскую делать. Оружие тоже убрали вот эти вот душки, наши сабельные. Такая стала больше похожа на казахскую шашку или на кавказскую шашку. Очень удобное, боевое. Их потом пытались несколько раз заменить на более современный тип сабель. Но нижегородцы так гордились своими нижегородками, что отдельным распоряжением им разрешили эти исторические шашки до революции, до 1918 года. До момента уже расформирования полка они все ходили с такими историческими шашками. Как у Столыпина, как у Долохова. Потом, конечно, вот эти штыки появились позже, уже в конце века. Тогда еще штыков не было. А вот эта сабля кавалерийская, более тяжелая история. Сабля кавалерийская нижних чинов. Точно такой саблей Лермонтов учился сабельному бою в военном училище. Вот точно такой же. Потом, когда он стал уже офицером, у него была чуть более такая изящная, чуть более украшенная, полегче, поудобнее. В фехтовании он учился именно на таких саблях. И, собственно, если бы они с Дебарантом вдруг на саблях стали биться, я думаю, что все это бы закончилось очень печально. Мартынов к этому моменту уже в отставке находится. Майор в отставке. Почему майор? Почему он так обошел Лермонтова? Потому что он уехал в свое время на Кавказ добровольцем. И из гвардии сразу получил плюс 2 чина, плюс 2 звания. А добровольцем был после военного училища. Лермонтов пошел в лейб-гвардии гусары, а Мартынов в кавалергарде, самый престижный полк. И у Мартынова была вот такая парадная форма. Это подлинная парадная форма кавалергарда, белая. Повседневная был черный такой сюртук-мундир, а парадная белая. Вот точно такую же форму носил и Дантес. Он тоже был поручиком кавалергардского полка. Королевская тяжелая гвардия, кирасиры. Точно такую же форму носил и Мартынов. Потом он уезжает добровольцем на Кавказ, получает плюс 2 звания. Но там у него что-то не складывается с военной карьерой. То ли, говорят, кто-то уличил в карточном шулерстве. Непонятная история. Он добровольно уходит в отставку майором, но продолжает при этом жить на Кавказе, в столицу не возвращается. Молодой совсем. Мартынов младше Лермонтова. Лермонтову 26 лет на момент ссоры. Мартынову 25. Столыпину 24, по-моему. Это совсем молодые люди. Что было, мы точно не знаем, можем придумать реконструкцию. Небольшая комната. В ней несколько молодых людей и несколько девушек. Трубецкой, еще один офицер, сосланный, как бы сейчас говорили, в зону боевых действий за какие-то провинности из гвардии. Трубецкой играет на фортепиано. Все разговаривают, курят, тогда можно было. Лермонтов шутит со всеми, все смеются. Дам описание ссоры словами дочери Верзилина, одной из девушек. 13 июля собрались к нам несколько девиц и мужчин. Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, танцевали, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Лев Пушкин, мир тесен, младший брат Александра Сергеевича Пушкина, тоже в этот момент на Кавказе, тоже офицер службы. И они вдвоем с Лермонтовым принялись острить свой язык. Ничего злого особенно не говорили. Но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей моей сестрой Надей, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет. Вот тут интересно.
Это была уже, видимо, не свежая острота Лермонтова, поэтому она так раздражала Мартынова. Мартынов как выглядел? Он как бы офицер в отставке, поэтому он носит не форму, а что-то непонятно чего. Он одет как черкес. Папаха, черкеска, вот эти вот патроны, вот бурка. Он очень следит за собой, все время эти черкески у него новые, он их меняет. Он брился наголо, у него какие-то усики, чуть ли не маникюр, весь такой изысканный. И над ним Лермонтов постоянно прикалывается. Звали Николай Соломонович Мартынова. Вот, наш друг Мартыш не Соломон, а Соломонов сын. Ну и прочее, прочее. Как писал Мартынов, с самого приезда Лермонтова в Пятигорск он не пропускал ни одного случая сказать мне что-то неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет. На вечере в одном доме, за 2 дня до дуэли, он вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову. Это вот тот самый дом Верзилиных. Что вывело в последнюю секунду? Как описывали, мы реконструируем. Последний аккорд делает Трубецкой. До этого все говорят, никто ничего не слушает, кто говорит. Вот последний аккорд, бац, гробовая тишина. И в этот момент раздается окончание фразы Лермонтова, явно относящаяся к Мартынову, говорят по-французски так между собой, которая звучит, ну, я французский знаю очень плохо, прошу меня простить, но звучит это по-русски «горец с длинным кинжалом». Ничего обидного. Во-первых, по-французски это в рифму. «Монтегар агран пенар». Во-вторых, явная, очень плоская шутка про длинный кинжал. Особенно в то время это вот прямо совсем. А Мартынов действительно носит удлиненный кинжал на поясе. Разодетый под горца Мартынов с длинным непонятно чем в гробовой тишине в присутствии девушек. Мартынов, которых с Лермонтовым знаком всю жизнь. Они вместе друг у друга в гостях. Лермонтов дружит с семьей Мартынова. Лермонтов якобы ухаживал за кем-то из его сестер. У Мартынова 4 сестры. Ездил к нему в имение. Они вместе учились. Лермонтов обрадовался, когда узнал, что Мартынов в Пятигорске. Они везде ходили вместе. Но вы знаете, вот та история, когда вы вроде так давно знакомы, и вот все время между вами что-то искрит, так часто бывает. И вроде как друзья. И Мартынов подходит к Лермонтову и при всех говорит: «Сколько раз я просил вас не острить на мой счет в присутствии дам». Разворачивается и уходит из комнаты. Ну, собственно, все. Все говорят: ну, Мишель, может, вам извиниться? Лермонтов: да ладно, что там, оставьте, забейте, ничего не будет. Мы же свои люди с ним, за что извиняться, я ничего такого не сказал. Вечер продолжается, а дальше совсем непонятно, потому что, ссора, ничтожный повод для ссоры. Потом Лермонтов выходит из дома, и якобы на пороге к нему подходит Мартынов, и между ними какой-то разговор. Мы это знаем только в изложении Мартынова. Мартынов опять попросил извиниться, Лермонтов извиняться отказался. Я упрощаю. Сказал: отстань. Слово за слово. Лермонтов: ну если ты такой смелый, то, может быть, ты поведешь себя как мужчина, если я тебя оскорбил. Ах так, говорит Мартынов. Ну тогда встретимся, Лермонтов. Ну ты сам предложил. Когда проходило следствие, очень важно, кто кого вызвал на дуэль. Потому что тот, кто вызвал, как бы более виноват в дуэли. Все друг друга выгораживали. Показания всех участников дуэли противоречат друг другу. Хотя их заставили давать письменные показания, но они эти письменные показания, находясь под арестом, все участники дуэли, секунданты, они эти показания сверяли друг с другом и все равно напутали ответы. Там все напутано. Разные места, разное расстояние, на котором они стрелялись, кто в какой очереди стрелялся. С чем это было связано? Это было связано с тем, что все понимали, что это вторая дуэль. Более того, Столыпин уже выслан, по сути, за участие в дуэли. То есть он рецидивист. Лермонтов непростой офицер совсем и погиб. В дуэли участвовали еще двое, считается. Еще Васильчиков, Глебов офицер и Трубецкой. Трубецкой тоже выслан. Поэтому Трубецкого и Васильчикова выгораживали, как будто их не было, хотя они вроде бы были. То есть при дуэли присутствовало 4, помимо Мартынова и Лермонтова, но по документам официально 2. А спустя много лет еще 2 признались в том, что они там тоже были. Когда уже было понятно, что их не накажут. Вот я тут должен вернуться к некоторым нюансам эпохи чести. Кто бы кого ни вызвал, отказаться было нельзя. Это утрата чести. Честь важнее присяги.
В свое время, когда Николай I допрашивал декабристов, говорит, вы мне присягали, как вы могли? Один из декабристов сказал ему, государь, ну, я дал слово чести, а честь важнее присяги. Вывел себя Николай I полностью из равновесия тогда. По-моему, Раевский это сделал. Погиб поэт-невольник чести. Нам непонятно, что такое невольник чести. А тогда всем было все понятно. Он не мог поступить по-другому, Пушкин. Он невольник чести. Дуэль – это социальный институт по восстановлению чести. Отказ невозможен. Ты можешь мутить, если ты хочешь увернуться от дуэли. Ты можешь опоздать. Онегин опоздал на дуэль с Ленским на час, по идее. Дуэль может быть отменена после этого. Ну, потому что нарушены все правила, опаздывать нельзя. Он специально опаздывает, чтобы дуэль не состоялась. Но она там состоялась уже по другим причинам. Не будем сейчас в это ходить. Неизвестно, сколько дуэлей было у Пушкина. Вызовов считают пушкиноведы 20, 25. Даже реальных дуэлей мы не знаем, скрывали. То ли 3, то ли 4 дуэли, когда доходило до выхода на площадку. Знаете, как у Пушкина была дуэль из-за мазурки? Молодой Пушкин в Кишиневе, якобы в ссылке тоже, танцевальный зал, и он все время заказывает оркестру мазурку. Все танцуют мазурку. Раз мазурка, два мазурка. Надоело всем уже мазурка. Кто-то из офицеров подходит к оркестру и говорит, а можно что-нибудь там, вальс? Говорит, нет, у нас оплачено еще 2 мазурки. Ну, извините, говорит офицер. Его подзывает командир полка и говорит, почему не вальс? Да мне сказали, что вот этот вот чернявенький заказал еще 2 мазурки. Ну, вызывай его, иди, это оскорбление. Какое оскорбление? Я даже не знаю, кто это такой. Я в первый раз вижу. Вы тогда, сударь, оскорбляете офицерскую честь офицера моего полка. Говорит ему командир полка. Почему вы не настояли на вальсе? Он идет к Пушкину и говорит, отменяйте ваши мазурки, давайте вальс. Пушкин, да ни за что. Офицер, ну тогда я требую сатисфакции. Да пожалуйста. Назначается дата, секунданты. Хороший повод, да? Они первый раз друг друга видят. Пушкин не может отказать, потому что тогда все будут говорить, что он сопляк. Офицер неудобно, потому что командир полка. Они встали друг напротив друга с пистолетами, а там еще холодища такая, там снежная была пора в Молдавии. И из-за метели друг друга не видно на расстоянии. Офицер говорит, может, сойдемся, сократим дистанцию? Условия договаривались письменно изначально. Пушкин, да пожалуйста, хоть согреемся. Говорит. Ну, они так подошли друг к другу, поближе, посмотрели. Каждый выстрелил в сторону, пожали друг другу руки, разошлись. В честь восстановлена, все смельчаки. И предполагалось, что, конечно, ничего не будет. Но такая игра, у кого первого сдадут нервы. Более того, когда потом кто-то сказал Пушкину, ваш соперник, этот офицер из-за мазурки, говорят, сдрейфил как-то, испугался вас? Пушкин сказал, да вы что? Он смелейший человек. И кто еще раз скажет про него плохо, я буду с ним стреляться. Игра, понимаете? Поэтому, когда Лермонтов едет на дуэль, вроде как никто не собирается никого убивать. Лермонтов шутит. Он делится творческими планами. Они заказывают ужин неподалеку, в каком-то там трактире «Три пескаря», куда они потом пойдут обмывать это все дело. Секунданты. Задача секундантов, главная на дуэли, помирить соперников. Это главная их задача. Ну вот молодые идиоты, понимаете, никто никого не мирит, все болтают. Врача нету, потому что никто не думал, что будет все по-серьезному. Время 7 часов вечера. Накрапывает дождик, непонятно, по разным описаниям, дождь то ли начинался, то ли начался сразу после этого. Повозки нету, все приехали верхом. То есть предположить, что будет кто-то ранен, а какой везти-то дальше? Это несколько верст от города. Все это породило огромное количество теорий заговоров. Естественно, дуэльных пистолетов нет. Стреляются из дорожных пистолетов. Такая известная марка есть, Кюхельройтер. Длинный нарезной створ, больше 1 сантиметра диаметр пули, очень большая убойная сила, это боевое оружие, если попасть. На каком расстоянии показания разнятся, но, судя по всему, 15 шагов плюс барьеры. Это более поздняя модель. Одна из них, держите. Вниз, вот со сцены. Вот здесь лучше сказать. Хорошо. Так, давайте кто-нибудь еще. Сейчас будем считать. Я не ухожу. Стойте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 15 шагов. По некоторым показаниям 15 саженей. Это еще больше.
Считал Столыпин, он высокого роста, у него шаги гораздо больше, чем у меня, поэтому можем еще пару шагов сделать. А к этому расстоянию надо еще сойтись. Здесь барьер, брошено что-то, может быть, вещь какая-то, условный барьер. Вы должны отойти еще на 10 шагов, уйти далеко за дверь. И вы еще на 10 шагов за сцену. Показания разнились. Известно точно, что Мартынов подошел к барьеру. Подошел ли к барьеру Лермонтов, непонятно. Или он стоял там, где стоял, или прошел полдистанции. Все время разные показания. Но представим себе каноническую версию, что они подошли к барьеру. Вот такое расстояние. Знаете, то есть современного оружия можно промахнуться. А это очень ненадежно. А могло быть еще дальше. Лермонтов стоит вот так вот. Правым боком, подняв пистолет, вот так. Естественно, отклоняется чуть-чуть назад. Мартынов быстро подходит к барьеру и говорит: стреляйте. Лермонтов молчит. Мы не знаем, подошел к барьеру или нет. Все молчат, смотрят друг на друга. Секундантам это надоедает. Секунданты говорят: ну вы будете стреляться или заканчиваем? В этот самый момент Лермонтова что-то потянуло за язык. Вот, а 4 друзей офицеров рядом. Мартынова аж трясет. Что-то его доконало. И Лермонтов говорит: я в этого дурака стрелять не буду. И Мартынов стреляет в Лермонтова в эту секунду. Нет, Лермонтов не опускал. Он так и стоял с пистолетом вверх. Потом родилась история, что он якобы успел выстрелить в воздух. Непонятно, показания разнятся. Мартынов стреляет наугад, не целясь. Вообще, когда ехали, главная шутка была: Лермонтов, ты только не убей Мартынова, потому что все знают, что Мартынов очень плохо стреляет. У него, судя по всему, близорукость. Очки не носили офицеры. Он просто наугад стреляет, на звук. Попадает ему в бок под легкое, пуля под углом примерно 45 градусов проходит насквозь, рвет легкие и на вылет. Когда тот же военный врач Барклай де Толли освидетельствовал труп не вскрывали, было все понятно. Была очень странная запись, что пуля вошла в правый бок внизу и вышла наверху, опять же под углом 45 градусов. И вот на эту тему есть масса всяких разговоров. Как такое возможно? Для того, чтобы пуля так вошла, либо Мартынов должен был стрелять лежа, либо Лермонтов должен был быть на коне сидеть в этот момент на пулю. Либо он должен был, как, не знаю, как в «Матрице» Нео, подпрыгнуть на 3 метра и в прыжке в него попасть. Так не бывает. Я не хочу повторять все эти теории заговоров, но на самом деле мне кажется, что все довольно банально, потому что, во-первых, когда человек держит пистолет вот так вот, долго он держал, он надоел, 1,5 килограмма весит, у него автоматически на другой ноге вес, поэтому чуть-чуть под наклоном тела. Может быть, просто был небольшой пригорок. Лермонтов чуть выше находился Мартынова. Мы точное место не совсем знаем. Если вдруг, опять же, я точно не знаем, Лермонтов выстрелил первым, что возможно, в воздух, то это еще больше объясняет, а он точно отклонился назад, и пуля вошла вот так вот под углом. Ну и в конце концов Мартынов мог стрелять в полувскидку, он же не сильно целился. Мог с полувытянутой руки выстрелить. Собственно, все. Никаких снайперов, которые, лежа в кустах из винтовки, дожидаясь выстрела одномоментно, как-то описывается преступный царизм, совершенно невозможно. Человек, который не умел стрелять, не целясь, навскидку, умел, но плохо, выстрелил и попал сразу смертельно. Ну, так же бывает, помню, опять же, «Войну и мир». Пьер Безухов первый раз в жизни берет пистолет и тяжело ранит. Это специфика дуэли на пистолетах, тут мастерство весьма условно. Причем, что интересно, помните, из-за чего они стрелялись, да? Из-за Элен. Нет, это причина. Вот о ней никто вслух не говорит, потому что это оскорбить честь дамы. Стрелялись из-за того, что Долохов вырвал у Пьера Безухова листок грубо из руки. Тот сказал: как вы смеете? Он, вот листок у него вырвал. Как вы смеете? И стрелялись из-за этого. Так что из-за чего стрелялись Лермонтов и Мартынов, тоже масса всяких теорий. А может быть, Лермонтов как-то оскорбил когда-то давно кого-то из сестер Мартынова.
В конце концов, в общем, какая-то судьба. Мартынова признали виновным, приговорили к лишению прав состояния. Такому же наказанию подлежали секунданты. Николай I, доклад которому был представлен на конфирмацию, смягчил, как принято было. Майора Мартынова посадить на гауптвахту на 3 месяца, предать церковному покаянию. Князя Васильчикова, корнета Глебова простить. Это официальные секунданты. 2 скрывали, Трубецкого и Столыпина. Простить первого во внимание к заслугам отца, второго из уважения к полученной тяжелой ране. Мартынов жил несколько лет при Киево-Печерской лавре, каялся, потом переселился в Москву, женился, жил в центре, Леонтьевский переулок, дом 13. Вот несколько лет назад, не так давно, дом Мартынова был снесен, там сейчас какая-то элитная новостройка с подземным паркингом. 200 лет простоял, но не выдержал. По легенде, каждый год заказывал панихиду в церкви по убиенному рабу Божьему Михаилу. Но это все по легендам. Сын писал, что Мартынов тягчайше терзался гнетом угрызенной совести. Говорят, что в старости Мартынов увлекся спиритизмом, все время пытался вызвать дух Лермонтова, попросить у него прощения, но Лермонтов ни разу к нему не пришел. Похоронен был в фамильном склепе у себя в деревне, в поместье. Потом после революции в этом поместье устроили трудовую коммуну для беспризорников, республика Шкит. Ну и случайно беспризорники узнали, что это, оказывается, тут похоронен убийца поэта, певца революции Лермонтова. Ну и во главе с командиром этой коммуны, будущим, кстати, героем социалистического труда, одним из основателей стахановского движения, не будем называть фамилию, вот во главе с руководителем этой коммуны, пионеры пошли, выкопали всех Мартыновых, всех утопили в соседнем пруду. Лермонтов, как считается, скончался на месте, не приходя в сознание. На похороны приехали офицеры из самых разных полков. Кстати, что говорит о Лермонтове как о храбром офицере, они уважали его. Но никто не хотел его отпевать в церкви, потому что был один единственный православный батюшка, кто брать на себя ответственность не хотел. Убитый на дуэли – это почти самоубийца. Поэтому отпевал его сначала какой-то католик, потом вроде грека нашли, священника из греческой церкви. Бабушка ждала на день рождения внука к себе в октябре. Лермонтов же наездник, любитель дорогих лошадей. Обещала ему самого красивого и самого лучшего в Петербурге, самого дорогого коня в подарок. Узнав, с ней случился удар, по легенде, она ослепла от горя. Ну, мы не знаем. Лермонтова похоронили там же, в Пятигорске. Там сейчас есть его могила. Но потом, спустя несколько месяцев, бабушка добилась разрешения останки внука, единственного любимого, перевезти к себе в поместье в Тарханы. Его привезли в Тарханы и захоронили там. А спустя какое-то время там же похоронят и отца Лермонтова, с которым он все время хотел быть вместе, и так они не смогли с ним быть вместе, оказались рядом только после смерти. Какая была реакция власти? Естественно, пересмотрел перед встречей с вами все передачи Ираклия Андронникова, классика лермонтоведения. И вот Ираклий Андронников говорил, что ненависть царя к Лермонтову была беспредельна. Да нет, конечно. Нет, конечно. Вот это вот известная история, которую тиражировала потом бывшая жена, так мир опять же тесен, Столыпина Монго, княгиня Трубецкая. Столыпин ее бросил, она его терпеть не могла, наверное, это ее распространялось и на дружков своего мужа. Она говорила, что якобы, когда государь узнал о кончине Лермонтова, он зашел в комнату, где сидели его близкие, и сказал: «Полученное известие: Лермонтов убит на поединке, собаке собачья смерть». Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна, сестра императора, вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял своей сестре, на 10 лет его старше, и, вошедший назад в комнату, где еще оставались лица, это все было после какой-то церковной службы, видимо, за дверью кто-то был еще, уже публично заявил: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит». Ну, справедливости ради скажем, что у всей этой истории нет ни одного свидетеля. Ни первой фразе, ни второй. Все
опубликовано много-много лет спустя, после смерти и Лермонтова, и императора Николая I. Сохранилась только запись в дневнике императрицы, супруги Николая, Александры Федоровны, которая написала, кавычки, «Гром среди ясного неба. Почти целое утро с великой княгиней, не знаем с кем, из родственников, читали стихотворение Лермонтова». Супруга императора Лермонтова любила как поэта. Ну вот так, 26 лет. Закончилась жизнь. Что страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недух исчезнет при слове рассудка, и жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. За год до смерти. Хотел на этом закончить. Это такой, поделюсь секретом, авторский трюк писательский. Называется «закончить на грустинке». Всегда трогает. Принято у многих беллетристов особенно. Все хорошо-хорошо, а потом раз в конце герой погиб или что-то с ним случилось, и конец романа. Но я нарушу эту традицию, не пойду на поводу этого писательского трюка. Давайте немного поговорим о жизни Лермонтова после смерти. На него обрушилась со временем огромная слава. И даже смерть его этому поспособствовала, потому что эта романтическая смерть в столь молодом возрасте, бессмысленная, на поединке, романтика, непризнанность при жизни. Про Лермонтова написано огромное количество исследований. Я взял с собой несколько книжек. Вот эта вот книга довольно любопытная. Это только о юных годах Лермонтова, там по минутам все расписано. Николая Бродского советую почитать. Но при этом все равно остаются страницы биографии, которые будоражат исследователей. И теория заговоров с его последней дуэлью, и теория заговоров с его первой дуэлью, и какой-то масонский кружок 16, который якобы Лермонтова преследовал и планировал его убийство. И то, что Лермонтов был агентом третьего отделения, и то, что Лермонтов участвовал в разведывательных операциях и с тайными миссиями ездил в Крым, и даже, хотя он там никогда не был, про это написано несколько романов, и были литературные мистификации, довольно известные Вяземского, такие как «Дневники Берии», про Лермонтова, где вот якобы его отношения с реальными историческими персонами, это были агенты разведки, судя по всему, английской, французской, европейской, которые занимались снабжением мятежных горцев оружием, деньгами. И вот Лермонтов был в этой разведывательной, контрразведывательной интриге. Очень много на тему этого написано и выдуманного, и настоящего. И правду мы никогда не узнаем. Мы, собственно, понимаете, мы за это нашу историю и любим. Очень много тайн. Я говорил вам, что в 2014 году, когда отмечались 200-летие со дня рождения Лермонтова, и Владимир Владимирович в Тарханах сказал очень много искренних слов, это был как раз год культуры. С той поры Лермонтов действительно стал мировой знаменитостью, переведен на все языки. 15 опер и 7 балетов. У него произведение-то чуть-чуть, в одном томе умещается. 15 опер, 7 балетов. Сотни улиц названы именем Лермонтова. Есть город Лермонтов в Ставропольском крае. Огромное количество памятников Лермонтову. Ну, самые знаковые мы знаем. На памятнике главном историческом тысячелетия России в Новгороде. В Пятигорске по подписке на пожертвования еще в XIX веке был открыт в 1889 году памятник Опекушина Лермонтову. На открытии памятника присутствовала девушка первая, в которую Лермонтов был влюблен и писал об этом в своих дневниках. Блондинка с голубыми глазами. Представляете? В 1889. То есть Лермонтов вполне мог жить в это время и писать. Ну, от русской кавалерии есть знаменитый памятник Лермонтову перед зданием бывшего Николаевского кавалерийского училища, сейчас на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге. И помните, я вам рассказывал, что на закладке этого памятника с речью выступал другой известный выпускник этого училища, прославленный Семенов Тяньшанский, путешественник, который видел Лермонтова на мойке перед квартирой Пушкина. Это 1913 год. Ну вот последний памятник Лермонтову в Грозном, такой большой, открыт был уже в наше время. Про кино я рассказывал много. Не только Путин, Си Цзиньпинь признался,
что Лермонтов его любимый русский поэт, а его стихотворение «Парус», «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом», весьма звучащее в контексте восточной философии, Си Цзиньпинь сказал, что это его любимое стихотворение о твердой воле и упорной борьбе. По-разному видят, по-разному читают, но ценят и знают. В имении Середнякова, где жил Лермонтов, Михаил Юрьевич, на секунду пристаньте, пожалуйста. Я никогда так не делаю, но просто обращаю внимание на Михаила Юрьевича, не потому, что он праправнучатый племянник Лермонтова и руководитель Лермонтовской ассоциации, которая объединяет всех потомков рода Лермонтовых и в нашей стране, и в мире, а их сотни, прославленный шотландский род, но и потому, что Михаил Юрьевич приложил неимоверные усилия к сохранению, восстановлению на частные средства этой усадьбы. Она до сих пор, кстати, находится в государственной собственности у Лермонтовской ассоциации в аренде, что, на мой взгляд, несправедливо. И вы можете сюда прийти, там прекрасный Лермонтовский музей, интереснейшие экскурсии. Придите, посмотрите, но вопрос не в этом. Опять же, мир тесен. Эту усадьбу выбирал Владимир Ильич Ленин для своей загородной резиденции. Потом выбрали Горки ленинские. Но Ленин был Середнякова. Проводил там время, гулял, ему очень нравилось. И как вспоминала Надежда Константиновна Крупская, то в последние годы он часто перечитывал Лермонтова, особенно любимое стихотворение «Сон», где Лермонтов видит себя мертвым. Поразительное стихотворение. Вот придете домой, перечитайте там «Сон во сне». То есть еще должно быть 3 Тарантино, которые смогут это экранизировать. До сих пор спорят, что имел Лермонтов в виду. Ну, опять же, я не буду говорить ничего о поэзии, потому что я не специалист и не хочу умничать. Но вы знаете, Лермонтов же тоже говорил очень много, как и Пушкин, как и другие великие наши поэты, говорил стихами без подготовки, экспромтом, но при этом уже в зрелом возрасте 26 лет он стал поразительным совершенно стилистом. Вот мы с чего начинали, что поэты, они как композиторы, поэзия – это музыка. Последние свои стихи Лермонтов каждое слово переписывал, не писал набело сразу, переписывал, оттачивал, менял слова, менял окончания. Есть автограф одного из последних его стихотворений, которое каноническое в школьной программе. «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана, утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя». И так далее. И там столько поправок уточняющих, пока он не достигал абсолютного совершенства, понимаете? И он достиг в этом такого невероятного мастерства, что даже невозможно себе представить, чего бы он создал еще, если бы судьба дала ему, ну, предположим, еще 10 лет, как Пушкину. Или еще 15, как Гоголю. Или еще 50 лет, как Толстому. Можете себе представить? Толстой говорил: проживи этот мальчишка чуть дольше, и ни мне, ни Достоевскому нечего было бы делать. Каким нам представляется Лермонтов? Вот давайте посмотрим его портреты. Вот он одинокий, да, выхожу один я на дорогу, не верящий в людей. Уж не жду от жизни ничего, и не жаль мне прошлого ничуть, и меланхолично до депрессивности, то я бы хотел забыться и заснуть. И он же, вспомним, он же балагур, заводила, душа компании, гусарской компании. Очень образованный, очень многосторонний человек. Он, страшно сказать, он гораздо образованнее Пушкина. Больше иностранных языков. Он играет на самых разных музыкальных инструментах. Рояль, скрипка, флейта, семиструнная гитара, ну то есть на всем. Французский, итальянский, немецкий, латынь, английский. Он перечитал страшное количество книг. Он невероятно одарен от природы. Он талантливый художник. При этом он же бабушкин внучок, Борчук, богатей, избалованный. Он вроде как очень такой болезненный, все время болеет. До 3-4 лет почти не ходит. При этом он силач, храбрец, мастер рукопашного боя, прекрасный аналитик. Он пишет, будучи командиром отряда, постоянно аналитические записки в штаб. Что сделать, как улучшить, как лучше воевать. Мог сделать хорошую военную карьеру.
Значит, тот парень, с которым можно пойти в разведку, точно прикроет. И при этом он противник войны, можно сказать, пацифист. Он симпатизирует горцам, поэтому его так любят на Кавказе. Ну, ему нравится их культура, смелость, отчаянность, образ жизни. Есть легенда известная кавказская, что якобы было какое-то там распоряжение в верхах в этого Лермонтова не стрелять. В русского офицера в красном мундире не стрелять. Он ашук, поэт. Поэта убивать грех. Он вроде бы такой, знаете, низкорослый, сутулый. Маешка его звали, как горбуна французского. В военном училище мрачный, с плохим характером, злой, несносный, неулыбчивый. Девушки его не любят. При этом те, кто знали его, говорили, что очень верный друг, такой трогательный, добр к друзьям. Еще удивительная черта у Лермонтова, которую вспоминает, он был невероятно прост в общении с простыми людьми. Его обожали конюхи, повара, кухарки, обслуга. Вот все, перед кем не надо выпендриваться и что-то из себя представлять. Самые простые люди. Он с ними был невероятно щедр, улыбчив и прост. Редкая черта. Он популярен среди солдат, потому что он с ними вместе, рядом. Среди самых отчаянных башибузуков, потому что он такой же, он любого переплюнет своей лихостью. Ну, по поводу девушек, которые его не любили, тоже большой миф, потому что потом они гурьбой за ним бегали, ну, в рамках приличия того времени. Кажется, к 25 годам он достиг всего. Деньги у него всегда были. Чем он отличается от Пушкина? Пушкин профессиональный писатель. Он деньги этим зарабатывает. Он профессионал. Даром только птички поют, как говорил Шаляпин. Пушкин пишет за деньги, пытается издательским бизнесом заниматься ради денег. Ничего не получается, но пытается. А Лермонтов любитель. Лермонтову вообще ничего не надо. У него все есть. У него при жизни 2 книжки вышло. Маленький такой, тоненький. Посмотрите в музее на Молчановке. Копия тоненький, сборник стихотворений. И он такой же герой нашего времени. Все. Все остальное после смерти издается. Но при этом он моден, все его обожают, везде зовут. Царская семья его знает. В царской семье его стихи герои читают. Ну, казалось бы, живи, наслаждайся славой. Выйдешь в отставку, будешь знаменитым писателем, только не играй против правил, только ничего не делай против общества. Ну вот не такой, понимаете, везде его зовут, а он везде одинокий, везде один. Все время один. Без матери, без отца, без возлюбленной, без семьи. В общем, скучно и грустно, и некому руку подать. 2 разных человека. У него до сих пор 2 могилы. Могила в Тарханах, и сохранилось, и туда ходят туристы, место захоронения в Пятигорске. Есть место дуэли в Пятигорске, такое знаковое, туда автобусами туристов возят. Но, судя по всему, будет сейчас другое место дуэли. Все-таки раскопали, а исследователи, что это, куда возят туристов, ну, совсем никакого отношения к дуэли не имеет. Совсем в другом месте это было. И я надеюсь, рано или поздно будет сделан уже хороший памятник Лермонтову на более вероятном месте его смерти. 2 могилы, 2 разных человека. Каким он был на самом деле? Еще интереснее, каким бы он был в зрелости, если бы еще пожил, мы уже не узнаем. Нам этого не дано понять, поскольку Бог дал Лермонтову очень мало времени. И в этом видится нам гигантская несправедливость судьбы. Может быть, да, а может быть, нет. Хотел сказать, кто мы такие, чтобы судить о Божьем замысле, но, видите, вы прочитали мои мысли. Спасибо большое вам за любовь к русской истории. Спасибо.